Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами 3 простыми летними блюдами из сезонных овощей. Нежные запеченные баклажаны с ароматным помидорно-чесночным соусом и расплавленным сыром. Пышный овощной омлет с яркими сочными помидорами и сладким перцем. Прекрасная идея для летнего завтрака. И хрустящий картофельный конвертик с яйцом, овощами и тянущимся сыром. Ну что, давайте готовить. Начнем с запеченных баклажанов под сыром. Разрезаем баклажаны вдоль на 2 половинки. На каждой половинке делаем ножом насечки в виде ромбиков, как показано на видео. Выкладываем баклажаны в форму, сбрызгиваем растительным маслом, посыпаем солью и перцем, а затем хорошо промазываем кисточкой, чтобы масло и специи проникли в надрезы. Далее подготовим помидоры. Я взяла 1 крупный розовый помидор и половину желтого. Запекать их будем вместе с баклажанами. Выкладываем помидоры в подходящую форму, добавляем чеснок, поливаем растительным маслом и посыпаем итальянскими травами для аромата. Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут. Тем временем натираем на крупной терке твердый сыр. У меня 2 сорта сыра. Также мелко нарезаем зелень петрушки. Достаем из духовки приготовленные помидоры с чесноком. Для этого рецепта лучше брать мясистые помидоры. Если после запекания образовалось много жидкости, часть ее можно аккуратно слить. Снимаем с помидоров кожицу. После запекания она очень легко отходит. Вилочкой разминаем помидоры вместе с чесноком и хорошо перемешиваем. Получается ароматная помидорно-чесночная смесь. Добавляем немного сахара и соли, перемешиваем. Теперь подготовленные баклажаны по одному разминаем в середине вилочкой. У меня баклажаны получились очень сочными, поэтому я немного слила лишний сок, чтобы начинка не получилась слишком жидкой. Разминаем все половинки и равномерно распределяем по ним помидорно-чесночную смесь. Сверху щедро покрываем тертым сыром. На каждый кусочек выкладываем половинки помидоров черри. И снова отправляем в духовку примерно на 15 минут до появления красивой румяной сырной корочки. Достаем из духовки. Вот и готовы наши запеченные баклажаны. Выкладываем их на блюдо. И перед подачей посыпаем свежей зеленью петрушки. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Баклажан получается невероятно нежным и буквально тает во рту. А перед тянущимся сыром и ароматными помидорами с чесноком просто невозможно устоять. Это замечательное сезонное блюдо, которое я очень рекомендую приготовить. Следующим приготовим пышный омлет с сочными помидорами и сладким перцем. Для этого яркие сочные помидоры нарезаем дольками. Я взяла 1 крупный розовый помидор и немного желтого. Разбиваем 4 яйца
Добавляем соль, немного приправы по желанию и перемешиваем. Затем добавляем мелко нарезанный зеленый и красный болгарский перец, свежую петрушку и еще раз хорошо перемешиваем яичную смесь. Разогретую сковороду слегка сбрызгиваем растительным маслом и выкладываем дольки помидора. Между ними добавляем немного мелко нарезанного красного лука и измельченный зубчик чеснока. Так блюдо получится еще вкуснее. Накрываем крышкой и тушим несколько минут. Затем аккуратно снимаем с помидоров кожицу. После тушения она легко отходит. Распределяем овощи лопаткой и по желанию добавляем несколько кусочков сливочного масла для более нежного вкуса. Затем выливаем яично-овощную смесь и аккуратно распределяем ее по всей поверхности. Накрываем омлет крышкой и готовим несколько минут. Тем временем натираем сыр на средней терке. Когда омлет почти готов, сверху распределяем тертый сыр. Снова накрываем крышкой и даем сыру расплавиться. Омлет легко отходит от сковороды и получается нежным, пышным, сочным и очень аппетитным. Отличный вариант для летнего завтрака. Подаем его горячим и наслаждаемся вкусом. Обязательно приготовьте. А теперь приготовим хрустящий картофельный конвертик. Для этого очищаем 2 крупные картошки и натираем их длинной тонкой соломкой. Немного подсаливаем, перемешиваем и выкладываем в миску. Слегка прижимаем картофель, чтобы он пустил сок, и оставляем на несколько минут. Тем временем разбиваем 2 яйца и хорошо перемешиваем их вилкой. Нарезаем 2 крупных ломтика сочного яркого помидора. Также подготавливаем несколько кусочков твердого сыра. С картофеля хорошо отжимаем лишний сок. Он нам больше не понадобится. Сока обычно получается достаточно много. Разогретую сковороду слегка сбрызгиваем растительным маслом и выкладываем картофель ровным слоем. Лопаткой аккуратно распределяем его по всей поверхности, стараясь сделать слой равномерным. Картофель отлично отходит от дна сковороды. Обжариваем несколько минут и аккуратно переворачиваем картофельную лепешку на другую сторону. По краям добавляем немного сливочного масла для вкуса. Обжариваем еще пару минут. Затем выливаем яичную смесь и равномерно распределяем ее по всей поверхности. Накрываем крышкой и готовим несколько минут, пока яйца почти полностью не схватятся. Далее выкладываем кусочки сыра и помидора. Складываем картофельную лепешку пополам, формируя конвертик. Обжариваем еще по минуте с каждой стороны, чтобы снаружи получилась румяная хрустящая корочка.
Перекладываем готовый конвертик на тарелку. Разрезаем на порционные кусочки и подаем. Обязательно попробуйте приготовить этот простой, сытный и очень вкусный вариант для завтрака. А какой из этих рецептов точно должен оказаться на вашем столе этим летом? Напишите в комментариях. Очень интересно почитать.